Сегодня в Украине торжественно отмечали годовщину со дня смерти святого князя Владимира Красносолнышко. Мой небольшой обзор по поводу того, подчеркиваю, что говорили на годовщине со дня смерти князя Владимира Красносолнышко, крестителя Руси. И засияло и в нас світло розуму. Ну, по поводу того, как засиял свет разума в голове, вот конкретно Порошенко, сейчас чуть дальше. Не своїми фразами, а словами Іларіона, першого митрополита українця. То есть митрополит, рожденный в 990 году, является, по мнению Порошенко, украинским митрополитом. Но он не мог быть украинским митрополитом. Ну, при всем нашем желании не мог. Ну, как мне кажется, это немножко странно. Может, я ошибаюсь, но мне кажется. Мне много чего будет казаться вот по ходу выступления президента Порошенко. Не лише політичний чи культурний вибір. Вибір європейський. Тут немного плохая трансляция. Ну, дело в том, что я лучше трансляции не нашел. И вот это вот он говорит, что выбор был европейский. То есть он повторяет опять-таки эту фразу, мы уже когда-то от него ее слышали. О том, что Владимир сделал европейский выбор. Это больше всего волновало Владимира. Какой сделать выбор? Сделаю-ка я европейский выбор. Вот он просто предполагал, что через много-много лет Украина захочет вступить в Евросоюз, и поэтому он сделал тогда еще европейский выбор. Ну, мне кажется, это глупо, хотя, может, мне просто кажется. Вся Європа тоді вже була християнською. А християнство поруч з римо-античною спадщиною являло собою наріжний камінь приналежності до всієї європейської цивілізації. Владимир хотел принадлежать к европейской цивилизации, поэтому сделал этот выбор. Не потому, что христианство это круто, а потому, что он хотел принадлежать, к Евросоюзу. Святий Володимир, напевно, приємно вражений, бачачи з небес, що за щедрий врожай дали посіяні ним зерна. Вот это и отличает людей, тех мудрых людей, которые пишут речи для этого мудрого президента, от других людей, потому что они уже несколько раз выставляли его в очень странном свете. Святой Владимир не может быть приятно удивлен или неприятно удивлен. Он давно умер, он не может с небес смотреть. Но это странное, как по мне, заявление для лидера европейского государства в 21 веке. Мне так кажется. Особливо в умовах вітчизняної війни, яку український народ веде, боронячись від російської агресії. Подібно тому, як в часи Володимира давав відсіч Орді, що сунула зі Сходу. Была Золотая Орда, Большая Орда, Синяя Орда, Букеевская Орда, Ногайская Орда и Белая Орда. Вот какую из этих орд имеет в виду Петр Алексеевич Порошенко? Потому что все эти орды появились уже, попозже, после смерти Владимира. Я не знаю. Скорее всего, он имеет в виду печенегов. Но это так, подсказка. Однако же звучит это его заявление очень странно. Мне кажется. Виступ на Раді церков Арсенія Яценюка. Релігійних організацій, глави Української православної церкви в Сполучених Штатах. Помехи не дали услышать то, что там в начале и после этого сказал этот великий популист. Но стоило ему выйти на сцену, он тут же начал делать реверансы в сторону кого? В сторону представителей православия из Америки. Там, конечно, православие развито, просто колоссально. Радянська імперія пала. І ті, хто хочуть стати правонаступниками Радянської імперії, падуть також. Напоминание, просто напоминание. Вот это вот сейчас, это речь в честь дня смерти святого равноапостольного князя Владимира Красносолнышко. Но как же без России-то обойтись? Якщо ти на світлій стороні, ти будеш робити великі справи для своєї країни і для свого народу. Как я, Арсений Петрович Яценюк. А дальше Капитан Очевидность. Мы его уже когда-то разбирали, этого Капитана Очевидность. Это Владыка Филарет. Владыка Филарет сейчас расскажет что-то очень мудрое, мне кажется. Якщо ви хочете мати велику державу, то треба жити благочестиво. Самое интересное, что с Владыкой Филаретом и не поспоришь. Все, что он говорит, это как болт в резьбу вгоняет. Хлоп, небо синее, земля твердая, вода мягкая. Вот такое.
як жив Великий князь Володимир. І тому нам треба. Если бы он сказал так: благочестивая жизнь, на которую мы должны равняться, которой жил князь Владимир после того, как он пришел в христианство, я бы его понял. Но говорить о благочестивой жизни князя Владимира, который до христианства имел, ну, по-моему, порядка 500 или 600 наложниц, и там еще есть интересный момент. Был такой князь Рогволод. Так вот, когда Владимир к нему пришел, он там по совету друзей, он изнасиловал на глазах вот этого Рогволода и его жены их дочь. А только после этого их убил. Ну, странно, мне кажется. Впрочем, в ключе вот этих вот странностей от патриархата мне вспоминается празднование 9 мая в Киеве. Прислушайтесь. Вы не ослышались, Христос воскрес, воистину воскрес. Возможно, что батюшку просто не предупредили, что 9 мая. А может быть и нет, я не знаю. Но мне все это кажется очень странным. Мне кажется.